Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Юрий Воскресенский, эксперт из Беларуси, на связи прямо сейчас. Юрий, приветствую вас. Доброе утро, Александр. Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели. Подходит к концу очень такая действительно важная, яркая неделя. Она пестрила и политическими, и военными событиями. И вот даже под занавес, так сказать, суббота, утро, атакуется Ленинградская область. 141 дрон отчитываются местные власти, что сбили. Закрыли после прилетов город Кронштадт на въезд и выезд. И вот такой, скажем так, пылкий финал вот этого абсолютного марлезонского балета, который мы наблюдали со стороны двух Владимиров, Зеленского и Путина. Значит, Зеленский, да, принял у себя Рютте и написал письмо. Путин на это письмо ответил. Причем многие эксперты говорили, это не будет он отвечать. Нет, все ответил. И, в общем, Зеленский своего добился. «Работайте, братья» прозвучало. Ну и, собственно, Зеленский оценил этот ответ как слабый. И, соответственно, вот сейчас вот начинает разгораться новая фаза эскалации. Та фаза, о которой мы с вами неоднократно говорили. Значит, что показали вот эти танцы вокруг встречи, перемирия, решения, запроса на переговоры, запроса на безусловное прекращение огня со стороны Киева, ну и ответ российской стороны? Эти действия показали лишь одно. Марионеточный режим Зеленского не хочет никакого мира. Он хочет эскалации. И мы неоднократно с вами в эфире об этом говорили. И даже в прошлом выпуске мы обсуждали, казалось бы, Украине ж невыгодно открытие белорусского участка фронта. Но мы пришли с вами к выводу, что мы же рассуждаем с точки зрения логики здорового человека, который хочет сохранить жизни украинцев и хочет сохранить остатки украинской государственности. Но у марионеточного киевского режима логика совершенно другая. Им надо эскалация, потому что они временщики. Они не связывают свою судьбу с этой территорией и с украинским народом. Кроме того, что большинство-то из них даже не являются украинцами. Это так, к слову. Поэтому вот и маемо, что маемо. То есть новый виток эскалации. Но это следовало ожидать. Это, понимаете, как если ты хочешь мира, то ты, наверное, используешь более дипломатические формулировки. Даже если ты прибегаешь к формату открытого письма. Это, понимаете, как это? Я буду говорить, слышь ты, да, давай поговорим, приезжай там в Швейцарию или к арабам. Это так не пойдет. И, естественно, Путин прореагировал соответствующим образом. Но, Александр и дорогие зрители, Зеленский же работал не для... и писал это письмо не для Путина. И не для, значит, того, чтобы попытаться обсудить какой-то мирный трек. Для провокации, для того, чтобы его сорвать. Для того, чтобы его сорвать. Даже вот этот пассаж про возраст, он и до этого говорил, постоянно упоминал возраст Путина. И Путин, кстати, в этот раз очень красиво ему ответил, что главное не возраст, а активность человека. Мы видим западных политиков, они, слушайте, давно превзошли нашего Леонида Ильича и анекдоты, все с ним связаны. Вопрос же не в возрасте, тем более, что это даже некорректно все время упоминать, потому что непонятно, сколько Господь каждому будет давать. Кто-то 30-летним уходит, 40-летним, 60-летним, кто-то 100-летним. Вопрос действительно заключается в развитости мышления стратегического, в кипучей энергии, видении перспектив. Посмотрите, Лукашенко тоже не мальчик, но с утра до вечера он ездит по стране и решает вопросы обеспечения мира, порядка и повышения уровня жизни белорусов. Вот буквально вчера у нас открылась больница европейского, да что европейского, наверное, мирового уровня, на которую мы потратили более 100 миллионов долларов. Вместо 5 лет мы ее построили за 2 года.
в Гродно. Это самая современная в Гродненщине больница. То есть, понимаете, Путин такой же энергичный. Он не менее энергичный, чем Зеленский. Поэтому вот когда ты сразу оскорбляешь и публично это выставляешь, ты, значит, работаешь на другую публику. И я это фиксировал и продолжаю фиксировать, что с точки зрения работы на другую публику они делают все грамотно. В письме затронуты эмоциональные вещи. В письме закинуты эмоциональные триггеры, чтобы вывести из себя оппонента. В письме упомянуты общечеловеческие ценности, за которые якобы выступает режим Зеленского и которым призывает. То есть с точки зрения пиара ход неплохой, но не с точки зрения запуска мирного трека. Исключительно с точки зрения эскалации, что, собственно, и надо англосаксам. Вот все. Тем более этим письмом они показали, что вот такая даже мелкая зеленая шавка, как Зеленский, он может не просто на равных говорить сильными мира сего, он может просто ставить им даже ультиматум. Фактически он начал описывать форматы и границы и рамки возможного будущего трека. И, конечно, на это Россия и Путин априори пойти не могла. Поэтому цели Зеленский, конечно, своей добился в очередной раз. Вообще хочу сказать, что поразительно, как вот такой комик превратился, скажем так, в влиятельного политика. Я не буду списывать его со счетов, и ошибаются те, которые недооценивают Зеленского. Посмотрите даже, какую коалицию он сколотил против России. И посмотрите, как он сейчас мастерски, политическими ходами провоцирует те или иные события. То есть он реально перерос штанишки комика. Это следует отдать должное. Так же, как мы и военные эксперты отдают должное, допустим, военной промышленности Украины касаемо беспилотных летательных аппаратов. Ну, просто если мы объективно не будем оценивать нашего противника, нам будет сложнее принимать какие-то верные решения. Поэтому, значит, касаемо ответа Путина. Ну, Путин наконец-то ответил достаточно резко, достаточно верно. То есть, понимаете, мы в последнее время, в последнее время вообще практически все стали не узнавать того Владимира Путина, который, например, громил кавказских террористов. И, конечно, на вот этом форуме, возможно, именно текст его триггернул письма, в том числе касаемо возраста, да, неудач на фронте, о которых пишет якобы Зеленский. Вот, хотя его-то неудачи на порядок больше, неудачи Зеленского. Но он добился того, что мы начали возвращать Путина. Возвращать и видеть того привычного Путина, который привык ставить условия, привык добиваться выполнения целей и привык, чтобы отвечали за слова. Потому что, честно говоря, в последнее время была какая-то очень серьезная странность в поведении руководства Кремля. Но вот это элегантное выступление, великолепный ответ президента Российской Федерации подтвердило, что Путин снова становится прежним. А что это значит? А это значит виток эскалации. Да какой виток? Пружина эскалации, она уже припаялась к имеющейся ситуации. То есть те, кто говорили, надеялись, что до конца года вот-вот мы подпишем, они ошиблись. Они очень серьезно ошиблись. Никакого мирного трека до конца года не будет запущено. И кроме того, вы же понимаете, что произойдет после ноября. Если кто-то не понимает, я еще раз повторю. Трамп превращается в хромую утку. Результат будет примерно как у Орбана в Венгрии. И после этого его начинают рвать все, кому не лень, в том числе республиканцы. Он уже несколько голосований в Конгрессе США последних проиграл. Несмотря на то, что в Верхней Палате и в Нижней Палате у него большинство. Понимаете? И этого ждет Зеленский. Потому что
демократы жаждут реванша, и демократы хотят открыть краник еще больше, чтобы продолжать наблюдать за тем, как Ну русские так убивают подождите, украинцев и наоборот. а Путин этого ждет? Путин думает, и окружение Путина, что они как-то, с моей точки зрения, заболтают американцев. Но вот эти последние слушания в Конгрессе США и все эти слова Рубио, который в открыто сказал, кого он собирается поддерживать и на чьей стороне весь политический бомонд Америки, не оставляет этим надеждам призрачным никакого шанса. Я не понимаю, как это можно не видеть. Ну, возможно, тянут время. Возможно, знают что-то, чего мы не знаем. Также вот смотрите, вот этот тезис, что мы, дескать, включим Северный поток. Да? Ну, если вот немцы захотят, мы им включим Северный поток. Одна ветка целая. Подождите, а что они будут на эти прибыли от этого льготного газа? Они что, будут развивать дальше военное производство, производить вместе с украинским режимом дронов и убивать русских? Это что вообще происходит? Скорее всего, в Кремле думают так. Если мы пустим газ, экономика Германии начнет залечивать раны. Всем станет снова хорошо, как когда-то. Оказывается, все это экономическое чудо во многом, не во всем, но во многом достигалось за счет доступных углеводородов с Российской Федерации. И, может быть, они тогда думают, что немецкие политики окстятся, да, и скажут: слушайте, ну давайте уже вспомнят снова, как это было, да, дешевые доступные углеводороды, начнется возвращаться промышленность и возрождаться, семейные эти все мануфактуры, которые разорились за последние 5 лет. И в Кремле думают так: они, наверное, политически начнут с нами выстраивать хорошие отношения. Вот, наверное, такая их логика. Погодите, какие хорошие Я бы был отношения? рад, если Ну, бы это стойте, было так. хорошие отношения. Вот удар по Ленинградской области, по Кронштадту, мощный удар. Ну, там пишут разное оппозиционное, понятно, это нет официального подтверждения, что там кадетская школа, что там НИИ и база Балтийского флота. То есть это конкретно выполнение задачи, это абсолютно не касается украинского фронта. Это абсолютно не про поле боя. Это не... Внимание, это абсолютно не про интересы Украины и украинцев. Я хочу, чтобы это все просто поняли. Нам встегивают дичь о том, что это наши дальнобойные санкции, мы типа так всю Россию ослабляем. Ну вот таким образом. На поле боя это мало влияет. Там перекрытые трассы влияют, наверное, больше. На юге, имеется в виду, по сухопутному коридору, как сделали объявление о том, что гражданским, в общем, не надо ездить на определенных участках. То есть, видите, как за неделю, мы с вами это тоже обсуждали, вот ситуация, да, как пошла в эту сторону. Это одно. Но удары по Кронштадту и интересы Балтийского региона – это абсолютно другое. Это абсолютное, скажем так, выполнение чужих задач. Плюс понятно, опять возникает вопрос про трассы этих беспилотников. То есть, еще раз, 3 дня назад были прилеты. Это маршрут, который надо перекрывать с точки зрения там военной. Но этот маршрут ты не можешь как бы так вот перекрыть полноценно, потому что ты вроде как, перекрывая его, создаешь угрозу вот этим вот товарищам, которые вокруг, там, шведам, финнам, ну, Прибалтике, то есть, понимаете, это абсолютно другой уровень игры, и на это сейчас идут, и это как бы случилось после заявления Зеленского вчера, что я там подписал новые удары по России. То есть, получается, мы воюем, ну, давайте так на Дальнем Востоке повоюем с Россией. А чего? Ну, то есть, какие-то непонятные дроны будут там атаковать Приморье. Ну, взяли и атаковали. А чего? Это ж война. Понимаете, куда все, ну вот как все закручивается. И тут же очень важно понять, что когда мы говорим о каком-то урегулировании, да, и вот эти ответы Путина, да, вот это же тоже очень показательно. Говорит, бизнесмен какой-то, оказывается, в Киев ездил.
и в резиденции не на Валдае принимал его Зеленский, а на следующий день, когда он там разговаривал, да, вот как это понимать, был вот этот удар по Старобельску. Это очень интересная подробность вот этой коммуникации. Плюс, как бы так въедливо по-КВНовски, ну, же как бы КВН теперь, конкурс капитанов, да, вот это, что Трамп воспитывает, надо немножко больше приложить усилий, вот с внешним видом поработал, надо еще в других смыслах поработать. То есть непонятен расчет. Если расчет, а как мы поняли после ответа, на военную победу, ну вот военные успехи. По Первому каналу уже показывают, как какие-то там флешмобчик такой, да, из передовой, какие-то разные бригады, говорят, типа, тот говорит, работайте, братья, а ему отвечают, вот эти записывают видео солдаты, что работаем, брат, и, в общем, хорошо. Если мы пришли к военному решению, то какое оно может быть, как оно может выглядеть с условно горящим Кронштадтом? Про Кронштадт вы очень верно сказали. Оно не имеет никакого отношения ни к ослаблению России, никакого ослабления не будет в данном конкретном случае. Это именно триггерная вещь. Триггерная вещь, чтобы выманить медведя из берлоги. Чтоб он разъяренный просто порубил всех в труху. Понимаете? А может даже не медведя, а дикого кабана. Этот еще опаснее в своей эмоциональной возбудимости. Поэтому, ну, слушайте, мы же вспоминаем удары по Балтийским портам, да? Ну, хорошо, там на 2-3 дня приостановлена была экспортная отгрузка. Ну, прошло 3 дня ровно. Вы видели эти данные, все восстановилось на тот же уровень. Поэтому, действительно, этот удар только наносится, и в том числе используя территорию этих балтийских тигров наших, только с целью, чтобы у России сдали нервы. А мы об этом говорили неоднократно, что так и будет. И что лучше нервы свои сдатые показывать в 22 году. Тогда бы не было Кронштадта. В 23-м, в 24-м, в 25-м. И все равно, рано или поздно, медвежьи вот эти клыки, их надо будет показать. Потому что нет такого оружия, которого не дадут украинскому марионеточному режиму. Служба внешней разведки вот заявила, в очередной раз предупредила и предостерегает от передачи оружия ядерного. Вы обратили внимание, да, на это заявление украинскому режиму? Так значит, это где-то обсуждается, раз СВР публично, не публичная абсолютно служба, но она публично предупреждает всех и Ну бьет в ладно, колокола. подождите, ладно, СВР. Жене Гордона Бацман рассказывает в интервью Штиллерман и говорит, что Путин думает, что ядерное оружие это сейчас в современном мире бином Ньютона. Надо, мы организуем, но мы этого не делаем. Firepoint, Штиллерман, Естественно, клейма негде, окна, да. негде ставить. Он же в России под уголовными делами. Сейчас он великий разработчик. Запускают кампанию о том, что вы что, они не воруют? Это их проклятые конкуренты из Америки давят. Так, медийно Ну, и да, каким-то образом. да. Они же хотят дешевую баллистику а-ля Патриот. Ну, типа, у нас как бы есть дешевая ракета британско-арабская, называется «Фламинго». Ну, покрасили просто красиво и, в общем-то, из композитных материалов составили корпус. И это типа «Фламинго». А есть, собственно, хотят Патриот такой же сделать. А оружейники западные говорят, ребята, не-не-не, вы чего? То есть, нет, так мы же здесь, нам же надо, мы готовы продавать куда-то. И сейчас запускают кампанию, что это вот настолько мощный Firepoint, а это вся коррупция, Миндичи, вот эти все, Вова со своей династией, это все ерунда. Вот, это их просто давят вот эти лобби оружейные. И он открыто говорит, что да, мы просто договоренности международные выполняем. А так бы давно ядерное оружие было. Поэтому, как говорится, не Да. СВР единым. Да, так и поэтому мы и говорили, что нет такого вида оружия, надо бактериологическое будет. Все тут смеялись, да? Хо-хо-хо, лаборатория, Соловьевщина. И что мы тут видим? В Пентагоне обсуждают нецелевое выделение средств на биолаборатории, в том числе на территории Украины. Так мы это же все говорили, поэтому, значит, сейчас в Кремле борются два вот этих подхода. Кстати, вот русские дипломаты, они
отстаивают все-таки более решительный подход. Я это знаю точно, и вот Борис Вячеславович Грызлов пригласил меня на прием посольства России на следующей неделе, приуроченное ко Дню России, и позицию наших дипломатов. Она более жесткая, и позиция военных более жесткая, но политически все это, возможно, те люди, которые инкорпорированы в мировую финансовую элиту, мы что-то узнаем, у того паспорт, там, у сына, у дочки, имущество, недвижимость, трастовые фонды, они все пытаются оттянуть этот момент, к сожалению, неотвратимый, когда нужно будет принимать жесткие решения, сравнимые с таким ледяным душем, которые попытаются остановить западных партнеров. Но тут есть очень большая проблема. Очень большая проблема. Это проблема для всех нас, для тех, кто хочет мира давным-давно. И не хотел, чтобы вообще это все начиналось. Для этого надо было нацистский режим Порошенко не признавать, раз мы говорили это по телевизору, что он пришел в результате переворота. Для этого надо было оказать помощь Януковичу не в отношении Крыма, а в отношении всего Юго-Востока, а то и всей Украины. Он тогда президентом был юридически, его весь мир признавал. Ну ладно, это дела давно минувших дней, но здесь есть большая проблема. Когда мы захотим применить вот этот ледяной душ, всем уже будет наплевать. Мы так часто говорили «волки, волки», что Петю уже никто не боится. И это очень большая проблема. Очень большая проблема. Так же, как отсутствие стратегии. Мы говорили с вами стратегии, как раз только обсуждали вот пост Царева 2 недели назад. Был же безопасный коридор сухопутный, вспомните. Таких случаев не было. И Царев пишет: слушайте, ну что мы большие, так сказать, требования выставляем? Замечательно, что есть сухопутный коридор. И прям после этого поста оказалось, что сухопутный-то коридор, мягко говоря, небезопасный. И сегодня он есть, а завтра не будет. И что для этого нужно предпринимать? Для этого нужно, для того, чтобы выходить на мирный трек, надо понимать, первое. Запад никакого мирного трека не хочет. Не хочет, и Трамп уйдет, и даже Трамп не хочет. Он просто сейчас изображает из себя такого миротворца. Потому что все его окружение, все республиканцы, они такие же ястребы, как демократы. Это надо первое понимать. Второе. Политический класс Украины на сегодняшний день тоже мирного трека не хочет. Во-первых, большинство там, простите, инородцы. Не только этнические, но и ментальные. Что значит инородец ментальный? Это значит, у него паспорт. Возьмите, да, мы же не придумаем Арахами, Умерова. Американский паспорт, американская недвижимость, все дети там, жены, все семьи. Ну, это ж понятно, да, украинцам, которые нас смотрят, понятно, где они будут жить, даже после мирного трека, если все там. Поэтому политический класс этого не хочет. Значит, в этих условиях надо понимать, что даже подписание какого-то мирного трека промежуточного не решит проблему в целом. А Путин, Россия и мы все с вами хотим, чтобы проблема была решена в целом, ну, на долгие-долгие годы. А будет ли она решена, когда швондеры молотками дубасят памятник Булгакова? Я аллегорически отвечу. Конечно, нет. Она будет решена только когда швондеры и эти селюки, и эта вся этнографическая шушера в вышиванках, которая хороводы ходит и поет значит, свои эти завывальные песни депрессивные. Когда эта вся шушера будет нейтрализована. Это Так, надо о понимать, чем что вы? мы от Подождите. этого Нет, давайте не так. отвертимся. Вот давайте так. Нейтрализовано это что? Это переход к тотальной войне, это снос городов, это, ну вот, мобилизация в России, широкие фронты. Это вот как бы вот таким образом вот это вот нейтрализовано. Нет, нет, ни в коем случае. И касаемо сноса городов, мы много раз говорили, надо не города сносить, а нацистов. Как делает это Израиль.
Нацистов надо сносить. Если вы не можете снести одного, который сидит в бункере, у него еще есть человек 500 побратымов. Этих побратымов нейтрализовать, и все. Ситуация кардинально изменится. Я не скажу, что полностью прекратится, но изменится кардинально. Значит, что надо делать стратегически? Во-первых, надо стратегически подключать возможности украинского народа, возможности украинской громады. Они есть у нас в Беларуси в большом количестве, сотни тысяч живут украинцев. Мы знаем, о чем думают украинцы. Украинцы готовы помогать освободительной русской армии. Для этого им надо нарисовать перспективу. В этой перспективе должны присутствовать Николаев и Одесса. Почему? Не только потому, что это русские города, основанные русскими императорами, а потому что как только нацистский режим станет сухопутным, интерес Британии сразу упадет в 5 раз. В 5 раз. Дальше надо проводить дополнительную мобилизацию, чтобы запускать стратегическую операцию и выходить на уровень Днепра. Только после этого можно идти на какое-то подписание мирного трека. Потому что никакое подписание сейчас с этим античеловеческим, простите, режимом невозможно. Посмотрите, как он относится к своим собственным гражданам. Посмотрите, что делается на улицах Украины. Посмотрите, как он относится к собственной истории, культуре. Они же все, как говорят у нас в Беларуси, зруйновали. Да? Зруйновали все. Все выжгли. Все учебники, все. У нас вся история от мельника идет. Тут давайте так. Это в качестве дискуссии, не то, что там я-то с вами согласен, что это все разрушение. Но украинцев-то, получается, разрушение это устраивают, они разрешают это делать. Вот был же эпизод с Булгаковым, которого вы приводили в пример. Это разошлось по каналам, когда парень уже на пустом месте поставил стул, взял книгу, нарядился в те костюмы тех лет, открыл и вслух начал по-русски читать Булгакова на этом месте. Выскочили какие-то женщины оголтелые, я так понимаю, из музея вот этого рядом. Там разные предположения. Да, и, наверное, из музея рядом, и начали его прогонять. Короче, его прогнали. Кричали, что ты нас дискредитируешь тем, что тут сиди, стоишь, по-русски читаешь. И, в общем-то, он откланялся, приподнял шляпу и ушел. Ведь это же тоже определенный... Причем парень молодой. Не, видимо, вот этот ровесник Украины точно. То есть это не... У него нет даже свидетельства о рождении СССР. То есть это украинец. Но, тем не менее, его... То есть общество создает и поддерживает... Вот если бы это было... зернышко, которое бросили на асфальт, понятно, что оно засохнет и не прорастет, а есть же почва, где это прорастает, причем цветет буйным цветом сейчас, что вот там, то есть у него никакой там не было акции, он просто, видимо, записывал для ТикТока себе или что-то там, как обычно, да, то есть нет, получается, нельзя взять томик Булгакова, прийти в какое-то вот то место и там сесть под камеру себе для соцсетей вслух почитать, то есть понимаете, в чем дело? Он один. Это не какая-то... он один, но его прогнали. Значит, украинцы уже сейчас, не хотят вот этого. Такая картинка создается. Смотрите, действительно, со стороны, особенно западному обывателю, и которого кормят отборными информационно-медийными помоями, может такая создаваться картинка. Но я расскажу, что это не так, абсолютно не так. Во-первых, 15 миллионов, от 10 до 15 миллионов украинцев находятся вне Украины. Это очень важный момент. Большинство из тех, кто находится вне Украины, находятся в Российской Федерации. Это тоже цифры, никто не будет опровергать. Это значит, они выбрали эту страну в качестве своей защиты. Третий момент. Как раз предыдущее мое заявление. Нужна стратегия по работе с украинцами. Нужно управление по делам украинцев. Когда к украинцам никто не обращается, где эта вся диаспора, где этот весь Медведчук с бригантеллой своей?
с дурацким названием «Другая Украина». Я уже говорил, надо сказать, назвать «Родная Украина». Но это стилистические особенности, но вопрос никто не обращается. Если бы обращались и в рамках стратегии, этих бы парней было на каждом перекрестке. На самом деле, вот эта вся ситуация напоминает, знаете, нацистскую оккупацию. Вот где-то есть нацистская оккупация, и мы думаем, блин, люди-то не выходят, только подпольщики, отдельные партизаны, значит, они, наверное, одобряют. Они не одобряют, они жить хотят. Ведь эти же сразу их убьют, понимаете? Они депутата убили, Киреева, в центре города. Скольких они еще убили, сколько пропавших без вести, сколько сидит депутатов и священников и лидеров общественного мнения в тюрьмах. Они ж просто убьют, убьют, понимаете? Это ж не мы, эти режимы тоталитарные, которые позволяем этим всем негодяям регистрироваться и приходить к власти, как позволил тот же Дадон этой прохиндейке Санду. Вот они действительно тоталитарные, настоящие режимы. И вот эта часть селюков, я приведу пример, в Беларуси вот то же самое было. Вот они оккупировали все соцсети, да? И в реальности их процентов 10 от общества. И с учетом своих огромного количества постов, в том числе используя ботафермы, они сделали так, что мы думаем, что большинство украинцев так думает. Это было похоже и в Беларуси. И, значит, когда я призвал в 20-м всем встать на защиту Лукашенко, после того, как увидел, к чему это может привести, мне говорили, да ты что, с тобой никто здороваться не будет. Я ездил везде по Беларуси, везде очереди стояли, чтобы взять у меня автограф, сфотографироваться, поддержать. А у меня было тоже такое мнение, что вот эта вот небольшая узкая часть, которая монополизировала соцсети креативного класса, это весь народ. А оказывается, весь народ живет другой повесткой. Живет тем, как на работу сходить и получить зарплату, как детей вырастить, как чтобы дети поступили, чтобы вылечить мать отца престарелого. Понимаете, сходить в церковь, на могилы, на религиозные праздники. А вот эта шушера селюковская, воспитанная в МПОшках, никогда не работавшая, со своих сраных, простите, вышиванках, вот они и придумали вот эту всю, что они народ. И мы смотрим, думаем, киевляне ж не протестуют? Не А протестуют. где Но, киевляне? А где но киевляне? их же, Киевская, они же смотрите, убьют их. тут тоже очень интересный момент. Киевский горсовет проголосовал это там в декабре, по-моему, ну, короче, в том году, в конце прошлого года. Но тогда вот шумели, его там закрыли, этот памятник Булгакову. Ну, там состав, какие там киевляне? Ну, вот в Киевском горсовете. Это раз. Во-вторых, тогда не решились снять, потому что, ну, все возмутились и сказали, да елки-палки, тут такая зима тяжелая, тут... А сейчас, смотрите, сейчас легко. Сейчас легко взяли, сняли, все, до свидания, и никто не пикнет. Дальше даже вот этих вот одиноких, ну вот, ну это не акция даже, это, ну это про, ну я, и вот что-то почему-то мне кажется, что просто человек ТикТок снимал для себя. Ну вот так, он открыл, читал вслух, и его прогнали, молодого хлопца. То есть, интересно, как бы Булгаков описал вот эту картину, да, которую там мы все видели, вот в этом месте. И получается, что киевлян как раз-таки и нет. Ну вот нет этих киевлян. Их голос не слышен. Сейчас, то есть произошло замещение Киева. Ну, его заменили. Киев заменен. Я помню, как, помните, вот, ну, когда там Янукович, вот это все дела, кричали, Киев, типа, Донецкие сейчас приехали, там, забрали у нас Киев. Ну, приехали только уже не донецкие. И забрали так, будь здоров, получается. А они все отобрали. Они отобрали свободу слова, свободу вероисповедания. Они преследуют религиозные, этнические группы. У киевлян нет своих представителей. Вот этот горсовет, там нет киевлянов. Там есть люди с Хайфы, со Львова. Даже один с немецким паспортом есть с Семипалатинска. Да? Знаете кто? Господин Кличко. Даже он не родился на территории Украины. Вот. Поэтому у киевлян нет своих представителей, а даже если были, они бы сейчас не делали. Власть
держит тоталитарная, нацистская, эзотерическая секта. Все это мы услышали во время суда над Ермаком. Все мы это увидели во время коррупционного скандала Минтича. То есть это сатанинская эзотерическая секта, она еще насквозь гнилая, коррупционная. Она опирается на штыки нацистских батальонов. Вот вкратце картина. Я утверждаю, что 90% украинцев осуждают этот режим, но они слова не скажут, в том числе потому, что нет стратегии по работе с ними. Зачем ему говорить что-то, да? Или наводить, подсказывать русской армии цели, где прячутся нацистские вожаки, если их потом, простите, казнят, и никто даже не вспомнит. Вот почему очень важно для мира выработать стратегию работы с украинцами, предложить украинцам альтернативу. Потому что сейчас у нас такая, с точки зрения стратегии, достаточно тупиковая ситуация. Мы поставили себе цель вот освобождения Донбасса. Да? 15% осталось под контролем. Понятно, что эти 15% мы там за год-два, мы это русская армия, потому что мы в рамках России союзное государство, поэтому я и мыслю едиными нарративами. Ну хорошо, пройдет год-два, мы освободим полностью территорию Донбасса. А дальше что? Ну мы же сколько раз говорили, ну а что дальше? Ну если обезьяна с гранатой сидит в Киеве, ну что дальше ты будешь делать? Он что, не будет теракты проводить? Будет. Он что, не будет Старобельск атаковать? Слушайте, только вот Хинштейн вчера выступил, только жителей Курской области. Они убили и запытали более 500 человек. Это, понимаете, они каждый день занимаются организацией террористических актов. И ответить это надо только, во-первых, стратегией, во-вторых, понимать, что идет война. До сих пор кто-то из руководителей не понимает, что идет война, и они думают, что мы пустим газ, и они тут же станут ручными. Ну, уже ж с Орбаном поигрались в это. Как там, знаю, вето Венгрии? С Фицо поигрались с этим. Как там вето Словакии? Что-то я не слышал про него. Вот в чем проблема. И поэтому я в эфире в том числе стараюсь достаточно корректно, особенно с учетом того, что выборы пройдут в сентябре в России, чтобы ни в коем случае не раскачать внутриполитическую ситуацию, объяснить, что стратегически нужно принимать более решительные меры. И если вы обратили внимание, то и политическая элита России уже начала этого требовать. Слуцкий вышел, все время голосовал за все решения Кремля. Вышел на митинг, требует решительных мер. Зюганов требует решительных мер. Общество российское требует решительных мер. Люди требуют, чтобы Путин стал тем Путиным, когда он боролся с кавказскими террористами. И если Путин не станет этим Путиным, произойдет внутриполитическая смута. Потому что в России готовы власти простить все. Дворцы, любовниц, коррупцию, знаете, как при Грозном вырезание целых городов. Все простить готовы. Единственное не простят – слабость власти. И британцы это знают. Поэтому они с точки зрения медийки обалденный текст подсунули Зеленскому. Просто обалденный. Понимаете? С точки зрения их целей. Его никто не разбирает, вы заметили? Да. Кстати, я вчера тоже об этом говорил в шуме. Никто не разбирает вот эти нарративы. Никто не работает по нарративам. Слушайте, Александр, там все по технологиям НЛП. Я перечитал. Смотрите, тут очень важно. Сейчас очень важно. У нас есть вот эти там философы всякие, ну, там, российские придворные, есть какие-то там рты, которые там, типа, уважающие себя. Никто не сел, и вот это вот там все, что написано там на этих страницах, да,
Ну, там, конечно, ходят, конечно, приколы. Перевели на русский язык по первым буквам, типа «спасите меня». Ну, такой, ну, это как бы шутки, понимаете? Ну, шутки тоже рознь, да? То есть иногда шутка, она как бы в тему выглядит. Но тут другое. Никто не разобрал вот эти нарративы. Я, потому что, ну, как бы, ну, этим должны заниматься россияне. Это должна делать российская медиа-элита, элита аналитическая. Россияне должны сесть и по пунктам. Там пункты, ну, очень на тоненькую на самом деле. Там реально можно перебивать. Путин там чего коснулся? Путин, ну, это как бы там пас, ответ, вот это все. То есть возраст, иди на выборы, ну и так далее, да, то есть там, встречаться, не встречаться. Это механика, это акторы. А вот нет аналитики. Нет, от слова совсем. Я единственное, что заметил, потому что я украинец, да, вот как выходят, простите, украинские жены пропавших без вести и говорят: елки-палки, ты пишешь, что у тебя каждый россиянин погибший снят на видео. То есть, ну как, на видео снято. Ты не скажешь, Путин, что у тебя там не гибнут твои солдаты в таком количестве, потому что, вот смотрите, 35 тысяч или 40 тысяч, сколько там они дают погибших, я имею в виду банковое погибших россиян, да? И у них, получается, есть 40 тысяч видеофайлов, где этот каждый... Хорошо, при всем массиве поля боя, которое вы снимаете, и как вы уничтожаете россиян, почему к украинским нет таких данных? И они задают прямой, понятный вопрос своей, ну, такой легитимной, нелегитимной, ну, в общем, своей власти. И вот это уже заставляет задуматься. И это вот только один пункт. Потому что им болит. Они не могут доказать, что это там, что не в СЗЧ, а правда пропал без вести. Они не могут доказать выплаты получить. Они не могут кости, чтобы похоронить у себя в родном городе. Их это волнует. А Зеленский тут рассказывает, что у него каждый россиянин снят на видео, понимаете? Но это как бы украинское отражение вот этих всех вещей. Очень вдумчивое. А там же то, что касается россиян, можно разбирать и разбирать, но этим никто не занимается. Роботы честь отдают на Питерском международном форуме. Танцы танцуют. Этот орешник, горку, аттракционы ставят. А ну как бы нормально и вдумчиво пройтись по этим тезисам никто не берется. Почему? Потому что это общая тенденция, которая исходит еще из 90-х. Мы очень-очень долго запрягаем. Очень долго запрягаем. Конечно, это все надо разбирать. И, конечно, британские технологи вместе с украинскими подсказали весь вот этот текст. Я же проанализировал даже со специалистом НЛП. Он говорит, все по технологии. Вот все. Вы понимаете, он даже знает вот эти тезисы, говорит, зная, что их не опровергнут, исходя из действий последних российской власти. А если это не опровергнут, смотрите, дальше продолжаем, значит, эта мысль поселится в душах и умах россиян. И они придут к мысли, слушайте, а царь-то, может, не настоящий? Может, там и профессор Соловей, прости господи, имеет какую-то толику в своих бредовых утверждениях, толику правды. Понимаете, это же еще они опираются, психологи эти профессиональные, на травму историческую, которая есть практически в каждом россиянине. Память о Лжедмитрии. Помните? Вот, память о Лжедмитрии, что подсунули царя не настоящего, и он в Кремль зашел. И вот дальше, проводим параллели дальше, они это все ведут к раскачке внутриполитической ситуации. Вот и вся технология их, она считывается на раз-два. И, конечно, надо отвечать. Надо отвечать фактами. По каждому тезису надо разобрать специальную передачу, разобрать это письмо. Например, показать пропорцию обмена тел. Это же аргумент? Аргумент. Подождите, мы обменялись телами, пропорция почти 1 к 40. Не в пользу украинцев. Вот вам и ответ. И таким образом мы будем дезавуировать, в том числе в умах тех заблудших украинцев, которые верят в пропаганду Зеленского,
мы будем дезавуировать эти заявления. Вот мы о чем и говорим, что надо работать по этому направлению. Но было бы странно, если бы этим занимались украинец или белорус. Вот как мы с вами в эфире. Поэтому мы бьем в колокола, подсказываем, как лучше сделать. И, конечно, если бы такая работа, я вам больше скажу, велась, то не было бы до 22 года, то не было бы и 14 года. Напомнить, когда Кучма издал книгу «Украина не Россия». А что мы делали? Курили бамбук вместо принятия каких-то действий. Та же история сейчас с Пашиняном. Вдруг мы вспомнили, что у него через неделю выборы. О, а и он страну не туда ведет. А ничего, что это было год назад, 2, 3, 4, 8 лет назад, когда он пришел к власти. Так может быть тогда надо было перекрыть все эти коньяки, воду, абрикосы, чтобы его на вилах армянский народ вынес. На вилах вынес. И пришел патриот Армении, который нацелен на мир и на сотрудничество с Российской Федерацией. Нет, мы это не делали. И даже сейчас, как мы это делаем, вы обратили внимание, коньяки запретили, но кроме тех, которые проинвестировали. А это 90% поставок коньяка. Так мы, получается, ничего не запретили? Это, вот вам и весь ответ и по письму Зеленского. Но я уверен и вижу потому, как теоретически уже уровень, особенно российской дипломатии, растет. Я уверен, особенно, понимаете, вот даже привести Мирошника, да, посла по спецпоручениям, уникальную работу делает. Каждый теракт фиксирует, пересылает во все международные организации. Ну, он сказал, что ни разу ему там не ответили. Но он каждый день со своим аппаратом, господин Мирошник, всегда, значит, всем сообщает о нацистском террористическом характере режима Зеленского. Как пчелка, каждый день трудится. Так вот, понимаете, я вижу, что даже вот наши эфиры, да, они как по капельке, как мне сказал большой российский дипломат. Слушай, ну ты видишь, уже и риторика ужесточилась, уже и действия пошли. Уже вон и Слуцкий вышел на улицу. Видишь, ваши эфиры капелька по капельке, но работают. И поэтому мы хотим, чтобы капелька по капельке российское руководство пришло к стратегическому планированию, к необходимости стратегии. В рамках этой стратегии надо понимать, первое, территория Украины, она каноническая для российской внешней дипломатии. Надо всем четко сказать, эта территория никогда вам не достанется. 100 лет, значит, будем 100 лет вести гибридную войну, если надо. Второе, значит, обязательно надо запустить работу с украинским народом. Украинский народ хочет помогать. Хочет изнутри освобождать помогать российской власти и освобождать изнутри от нацистской оккупации Зеленского. Но с ним никто не работает, простите. Следующее. Надо развивать собственную промышленность. У нас есть определенное технологическое отставание. И мы это сейчас делаем. Мы это и Беларусь, и Россия. Надо вкладывать все в инженерию, в науку. Все свободные средства, не в какие-то там куршавели. Все деньги закрепить за всеми олигархами, если вы не хотите вернуть эти заводы государству, как произошло бы при президенте Лукашенко. Хорошо, значит, им всем надо закрепить национальные проекты, какие-то заводы. Все силы сейчас должны быть брошены в науку, инженерию, с моей точки зрения, чтобы нам догнать или как-то обеспечить технологический научный паритет с странами Запада. То есть вопрос не в личности. Путин, Зеленский, там, Трамп, все они приходят, уходят. Вопрос, как мы будем дальше жить и как наши дети будут жить. Мы же не хотим, чтобы дети Шелеста и Воскресенского в эфире обсуждали бомбежку там Кременчука. Понимаете? Мы хотим это закончить. Чтобы это Смотрите, в закончить, чем. значит, надо двигаться. Вот тут же, понимаете, вот почему я уделил время вот этим нарративам, что никто ни с чем не работает. Ну вот Зеленский
показывает удар по, ну, там, горящий объект нефтяной, рассказывает, что ударили по Кронштадту, мол, типа, мы же предлагали закончить войну. Путин не захотел, значит, мы отвечаем своими санкциями. Ну, то есть Путин, как бы, Зеленский же говорит, что это вот Путин, вот смотрите, это вот Путин виноват. А я ж предлагал мир. Написал там вот эти все моменты, да, там натыкал, как говорится, на украинском языке, чтобы на своем сайте открытое письмо. Я же отправлял открытое письмо. Путин не хочет. То есть вот эти торги за то, а кто хочет, а кто не хочет, да, вот это вот, ну, это фиглярство, вот это шутовство, вот это театр, да, там горячая картошка, которую перебрасывают друг другу. И там под знаком мира, и с другой стороны под знаком мира. И все такие мира хотят. Трамп хочет мира, Зеленский хочет мира, Путин хочет мира, все хотят мира. Вот видите, как сейчас вот это, вот вы говорите НЛП. Да какой НЛП? Это вот просто какая-то, просто шизофрения, понимаете? Я говорю, надо закончить войну. Путин отказался. Вот мы сейчас лупим Кронштадт, объекты, показываем, фотографируем. Смотрите. А это Путин потому что отказался. Вот именно поэтому надо очень четко и желательно простым языком отвечать и оппонировать и нацистскому, и любому другому режиму. Что касается тезисов про шизофрению, действительно, сейчас долго смотреть политический контент, это очень чревато. И я бы советовал нашим зрителям все-таки не забывать про дачу, про борьбу с фитофторой и муравьями. Потому что иначе действительно в этом потоке просто запутаться, действительно, все же хотят мира. Трамп так хочет мира, что разрушил весь Ближний Восток. Иран захватил руководство Венесуэлы, угрожает Кубы и Гренландии. Зеленский так хочет мира, что каждый день организовывает теракты. Все хотят, Запад хочет мира. Вот Мерц, Макрон и Стармер собираются, это эти три недополитика с рейтингом совокупным меньше, чем у вашей программы, и обсуждают, кого направить на мирные переговоры с Путиным. И при этом этой же самым вторым пунктом обсуждения, какие дальше поставляем оружие, сколько денег даем на организацию терактов, и планируем военные бюджеты на следующий год. Ну, Да, то и есть полный планируют там абсурд. через месяц в Анкаре будет заседание НАТО. Уже там разговаривают. Немцы говорят, 70 миллиардов надо выделить на следующий год Украине. Вот так вот, Но понимаете? полный абсурд. Ведь Путин когда-то сказал, зачем этот мир, если в нем не будет места России. В данном случае мы с точки зрения Беларуси, хоть всех призываем к миру, и наш все-таки конек это труд, труд и еще раз труд, но мы в одной лодке с Российской Федерацией. Мы, во-первых, в основном поддерживаем Российскую Федерацию, в основном население. Этот тренд пошел еще с 1995 года, когда президент Беларуси провел референдум, вот такой, как сейчас предлагается провести, например, Пашиняну. Мы провели референдум, 85% на нем поддержала интеграцию с Российской Федерацией. Все, мы выполняем волю народа, двигаемся по этому пути. Но мы понимаем, что мы вместе с Россией в одной лодке. И в том мире, который эта западная коалиция Эпштейна рисует, нам почему-то там нет места. Ну, нету места нам. Мы и так, понимаете, и тушка, и чучело мы и просим, и предлагаем. А в ответ только плевки и дроны. Ну, вы видите, да, то есть такого, как Путин, политика больше не будет в ближайшие 100 лет, который настолько может забыть эти обиды, убийства, которые осуществлены коалицией Эпштейна руками украинских нацистов, и договориться, такого политика больше не будет. Самый-самый либерал требует возмездия сейчас в Российской Федерации. И почему-то странно, что вот эти недотепы западные, ну, с украинским руководством все понятно. Мы уже определили, что это ментальные
украинцы. Это люди мира, космополиты. Но почему Запад не понимает, что после Путина придет другой человек? И поверьте, даже риторика Медведева может, и не только риторика, но и действия, показаться милой, плюшевой и пушистой. В цветах ракеты «Фламинго», в цветах фуксия. Поэтому я это не понимаю. Но эти все новости, конечно, мне не нравятся. Они не нравятся и нашим всем зрителям, потому что мы понимаем, что как минимум на этот год война затянется. А что дальше? А что будет дальше после ноября? Ну, не хочется кликушествовать, но большие есть сомнения, что ситуация улучшится. Я скажу это так, потому что единственный, кто сдерживает сейчас западный мир от еще большей организации терактов и попытки порабощения наших стран, это Трамп и администрация Трампа. Вот. Но что будет после ноября? А договориться с Зеленским невозможно. И это подтвердил не только этот олигарх, который ездил. Ну, понятно, кто это. Это ж понятно коню. Либо Абрамович, либо Фридман. Фридман труслив, скорее Абрамович. Но разговаривать с Зеленским бесполезно. Он перешел черту, точку невозврата. Даже не политика, человека. У него нет ничего этического, у него стерты все нормы, посмотрите на его глаза. Это глаза наркомана. Но с точки зрения реализации британских интересов, они работают, подчеркну в очередной раз, профессионально. И такому профессионализму мы можем противопоставить только такой же точно, такого же высокого уровня профессионализм, но обязательно с дерзостью, с инициативой и с перехватом повестки. Не мы должны отвечать на письмо Зеленского, а мы должны были это письмо написать русским оружием, и чтобы он отвечал на своем форуме. Вот так надо бы действовать. Я уверен, что это время еще наступит. Но в целом хороших новостей на этот год у меня для вас нет. Да, ну вы знаете, плюс еще, конечно, этот ген предательства, какой-то он такой, его не вытравить, понимаете? Причем вот говорят там русские, белорусы, украинцы. Нет, конечно, разные люди. Ну, разные. Но и в то же время вообще одинаковые. Вот просто одинаковые. Вот эта история с Протасевичем вчера всех сколыкнула. Он, оказывается, теперь уже не сварщик, а телеведущий. Агент Лукашенко, да, из Нехта. Ну а чего? Побыл сварщиком для Собчак, он сварщик. А потом вот такой рост карьерный, да, и ничего. Виктор Цой тоже кочегаром был. Дело такое. И вот он вскрывает очень интересную штуку, и там забурлило. Слушайте, как только вот приехала Тихановская, поручкалась с Зеленским, и началось. Началось. Значит, оказывается, ее помощница Тихановской, а белорусская оппозиция, завербована была якобы СБУ, а это оказались агенты КГБ Беларуси. И с придыханием, как зайчик, в припрыжку сливала все, что там творится в белорусской оппозиции, якобы СБУ, ну потому что КГБисты представились СБУшниками, а оказалось непосредственно в Минск. Слушайте, вот те здрасте. Но тут же вопрос даже не в том, что там... Это стандартная практика. СБУшники тоже типа там переписываются с какими-то там доходягами, потом говорят, что они работали на ФСБ или там на российскую сторону, зарабатывают себе звездочки, премии, погоны. Это всегда так. Это и наводчиков касается, и лайк каких-то, которые поставили. Это касается и каких-то девочек, которые там что-то кому-то подсыпали, какому-то солдату. В общем... Это стандартная практика. Но вопрос в том, что это что, настолько так все плохо? А она говорила, так я не сливала информацию, я думала, это СБУ, а мы ж типа налаживаем отношения. Прокомментируйте эту ситуацию. Во-первых, белорусские спецслужбы работают давно, долго и профессионально. Поэтому у нас для селюков в Беларуси места нет и не будет. Не будет в том числе потому, что сейчас растет новое поколение, которое, когда играет гимн, руку к сердцу прикладывает. То
есть мы ведем не только экономическую работу, но и контрразведывательную. Мы ведем идеологическую работу с молодежью. И мы растим свои НПО, потому что если ты не будешь поливать свой огород, там сорняки, простите, вырастут. Ты должен культивировать все эти НПО. Это, знаю, к вопросу перехвата инициативы. Теперь по поводу этой ситуации с окружением Тихановской. Ну, это же все национал-предатели там. Мы же это не скрывали. Точно такие же сексоты среди навальнистов. Точно такие же. Ну, и они не только предатели, они еще и тупые. Вот просто человек звонит, представляется, я из СБУ, и она начинает выкладывать все как на духу. Ну, насколько тупым надо быть. И мы это сразу показали в эфире. В эфире. Именно поэтому рейтинг вот этой всей публики у нас это доли процента. Потому что люди все смотрят, мы не запрещаем Telegram, YouTube или какие-то другие соцсети. Мы их используем для того, чтобы донести. Да, пока их смотрят, пока их там аудитория есть, мы доводим свои нарративы. Вот это очень хороший кейс, который показывает несколько вещей. И прекрасную контрразведывательную и превентивную борьбу Белорусского комитета госбезопасности. И то, какие национал-предатели в окружении тех, из которых пытаются слепить белорусскую оппозицию, и какие они тупые ничтожества. Ну и то, как надо доносить информацию. Мы это подсказываем, в том числе нашим братьям-россиянам, что если бы мы так вот эффективно работали, то, может быть, и результат был гораздо лучший, чем сейчас. Он и сейчас неплох, но он не закрепится в любом случае, даже если мы подпишем какое-то мирное соглашение, пока мы не уберем из Банковой вот эту обезьяну, простите, с гранатой. Пока мы ее не уберем, ничего не будет. Этот человек, эта обезьяна, она перешла черту. Ее надо нейтрализовать. Это главный фактор возможного мирного соглашения. Юрий Воскресенский был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Поставьте лайк и напишите, что думаете в комментариях, с чем согласны, с чем нет, с чем до конца, с чем нет. В общем, в любом случае, вот такая вот первая неделя лета. Вот так завершается. А что дальше будет? Будем следить за событиями. Самое главное, берегите себя и друг друга. Добра и света. До скорого.